Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Сегодня мы с вами будем говорить, или точнее подводить итоги прошедшего февраля месяца 2020, я прошу прощения, марта месяца. То есть мы подводить будем квартальные итоги. Это первый квартал 2026 года. И будем говорить о рынке жилой недвижимости города Одесса. Ну, традиционно. С помощью статистических данных постараемся подробно разобраться в процессах, которые происходили на рынке жилой недвижимости. То есть будем говорить о краткосрочном периоде, это 1 месяц будет период исследования. Сравнивать будем февраль с мартом. Ну и долгосрочных процессах, это называется тенденции, будем сравнивать, естественно, март 2026 год с 2025 годом. То есть у нас такой вот получится достаточно большой, насыщенный видеоконтент. В конце видео сделаем, так, или подведем итоги, правильно это так, и я сделаю прогнозы до это краткосрочные прогнозы до конца второго квартала 2026 года о том, что будет происходить на рынке жилой недвижимости Украины, города Одессы. Друзья, смотрим подготовленный мною материал, как я люблю говорить, через призму времени и цифр. Попробуем совместно с вами разобраться с теми процессами, которые я наблюдал на рынке жилой недвижимости Украины благодаря статистическим данным, которые мне любезно предоставляет компания Олимп Консалтинг. Итак, друзья, перед вами карта Причерноморского региона. Сегодня мы говорим о городе Одесса. Причерноморский регион, как вы видите, входят 3 крупных областных города-центра. Это Николаев, Херсон, Одесса. Смотрим, друзья, на легенду карты. Вот здесь показываю указкой. Это такие обобщенные, сводные данные о том, что произошло в течение месяца на рынке жилой недвижимости по сегментам. Это первичный рынок, вторичный рынок и в соответствии с классификацией как по первичному, так и по вторичному рынку. Давайте начнем с населением, друзья. Население довоенное, это официальная статистика. Я думаю, сейчас в Одессе живет ну, на 200 тысяч, наверное, как минимум меньше. Может быть, ошибаюсь, напишите. То есть я предполагаю, что 700 тысяч сейчас население города Одесса. Количество предложений. Это объекты, которые попали в наше поле зрения, которые мы мониторим. Это первичный, вторичный рынок. В марте месяце это 36 300 объектов жилой недвижимости, первичный и вторичный рынок, друзья. То есть о чем говорят вот эти предложения для продажи? Это говорит о том, что выборка, которую мы сейчас будем с вами рассматривать, выборка – это совокупность данных, которые попали вот в данную выборку, или совокупность квартир, да, определенного класса и, так сказать, типа попали в выборку. Так вот, она абсолютно репрезентативна. То есть, ну, попробуйте, найдите еще в пространстве, так сказать, интернет людей, которые бы могли вам показывать статистику, опираясь на такие большие цифры. Я это без хвастовства, то есть я просто как бы констатирую факт, который на сегодняшний день привожу в качестве аргумента. Поэтому, друзья, выборка репрезентативная, релевантная, то есть здесь нет выбросов, здесь исключительно все по классам, по сегментам. И, конечно же, ну, вот я как человек, который занимаюсь наукой, да, я понимаю, что количество предложений, которые выше, там, условно говоря, несколько тысяч, они, предложения, это квартиры, выставленные для продажи, они дают более на выходе
результат как правильный или похожий на тот результат, который соответствует рыночной стоимости квадратного метра недвижимости. Ну вот так где-то, наверное. Извините, что долго, да. Дальше. Социальное жилье. Видим, что снижение минус 0,27% за месяц. Друзья, напомню, что это второй месяц, февраль, март месяц в городе Одесса. По данному классу жилья мы стали наблюдать снижение стоимости квадратного метра. Но потом мы поговорим как бы в целом о том, когда будем подводить итоги, что все-таки происходит с недвижимостью. Социальное жилье аренда, друзья. За месяц продолжает, не за месяц, а за квартал, сравниваем четвертый квартал 2025 года с первым кварталом 2026 года, это долгосрочная аренда, показала нам динамику продолжающего роста, плюс 1,23%. Квартиры эконом-комфорт бизнес-класс, это также вторичный рынок, подорожал на 0,21%. А вот дальше, друзья, вот смотрите, все, вот мне кажется, становится очень понятно и закономерно. Но не может в городе Одесса, которую, несмотря на то, что шикарное, великолепное море, черное, да, но при всех тех ужасах войны, которые там происходят, ну просто невозможно предположить себе, что недвижимость дорожала. Ну не может в городе, в который постоянно 24/24 обрабатывается всеми возможными видами, так сказать, этих бомб, беспилотников и всякой остальной херни, которая летает, да, говорить, что в этом городе недвижимость растет. Хотя на весь 2025 год, друзья, эта недвижимость самая показывала динамику роста. Но давайте первичный рынок квартиры эконом-класс, снижение за месяц минус 0,16%. Первичный рынок комфорт бизнес-класс, снижение минус 0,20%. И первичный рынок элитный класс, снижение минус 0,14%. Итак, друзья, с февраля месяца 2026 года мы констатируем факт, что что-то начинает происходить на рынке жилой недвижимости города Одесса. А точнее, мы начинаем наблюдать, скорее всего, тренды снижения стоимости, которые мы будем наблюдать на протяжении всего 2026 года. Переходим к следующему слайду. Здесь мы видим карту города Одесса. Это у нас социальное жилье, период исследования всего лишь 1 месяц. Будем сравнивать. Сравнивать, ну, видим, да, у нас что, слушайте, ну, с головы вылетает. Март с этим самым, с февралем, извините, старенький стал уже, наверное. Так вот, что мы видим, что бросается в глаза? По классу социальное жилье наибольше всего подешевела недвижимость в Пересыпском районе минус 0,33%. Меньше всего подешевела недвижимость в Приморском районе минус 0,23%. А следующий слайд, друзья, здесь разберемся, что произошло с недвижимостью на протяжении, ну, уже 4 года война у нас идет, да, и там даже уже не 4 года, а 4 плюс 1 месяц. Напомню вам, что война началась в Украине 24 февраля 2022 года. И на этом графике рисунки, это по квартальное исследование, мы посмотрим, а что же все-таки произошло с классом социальное жилье на рынке жилой недвижимости города Одесса. Почему класс социальное жилье? Это самый большой класс рынка недвижимости, который эксплуатируется на территории Украины, включая город Одесса. И это самый большой класс рынка недвижимости, который, друзья, был построен, ну, наверное, вы не удивитесь, при Советском Союзе, вот как ни странно, да. Вот так, 30 лет независимости, а жилье, которое было при Советском Союзе, было построено гораздо больше, чем при современной независимой Украине. Ну да ладно, Бог, так сказать, с этим. Давайте смотреть, что с недвижимостью происходило. Март 2022 год, $804 за квадратный метр. И первый год показал нам снижение порядка 10%. Первый год войны, я имею в виду.
То есть, причем не только город Одесса, практически ровненько все города и областные, и районные показывали вот динамику там чуть больше, чуть меньше. Второй год войны, друзья, что произошло? И произошло что-то удивительное. Экономика разрушалась, люди погибали, так сказать, ну их убивали просто на фронте, все эти, так сказать, цифры скрывают. Но мы понимаем, да, с учетом того, что чем больше набирает людей, тем, наверное, чем меньше их остается на фронте. Ну, логика же понятна, да, то есть взаимодействие между сообщающимися сосудами. То есть если на фронте ушло в мир иной там 30 тысяч человек, то надо из мирной жизни достать ровно столько для того, чтобы там линию фронта, так сказать, держать, да. Ну, я не военный, так сказать, эксперт, но я говорю чисто из понимания логики происходящего. Так вот, второй год войны мы увидели, что недвижимость не только не снижалась в городе Одесса, но даже в каких-то кварталах мы видим, поднималась стоимость квадратного метра. С чем это связано, друзья? Ну, напомню вам, что весь 2023 год – это год контрнаступления в Украине. И, конечно же, мы со всех утюгов слышали о том, что будем пить кофе на набережной Ялты, и война закончится очень быстро. Но, видите, не так получилось, как хотелось, да. Но весь этот статистический шум, внешние эти факторы, они, в общем-то, сделали свое или провели свое воздействие на неокрепшие умы людей, которые продавали свою недвижимость. Понятно, что продавать недвижимость во время войны себе дороже. Поэтому кто-то взял на паузу продажи, кто-то по рекомендации риэлторов даже повысил незначительно стоимость в ожидании окончания войны. Дальше, третий год войны, друзья, порядка 14% снижения стоимости квадратного метра мы наблюдали. Ну и четвертый год войны, друзья, о чудо, мы увидели рост стоимости на протяжении целого года или 12 месяцев. С чем это связано? Вот так и хочется сказать, а фиг его знает. С чем это связано? Экономика в руинах. Одессу бомбят, блин, 24/24, да, а стоимость начала расти. Вот подумайте сами, напишите мне, с чем это связано. Я, друзья, предполагаю, что все-таки в последнее время, ну, для меня это очевидные вещи, да, что люди являются стадными животными, то есть на них воздействуют средства массовой информации однозначно. Так вот, что произошло? Это внешние факторы, которые повлияли на динамику незначительно, но все-таки роста стоимости квадратного метра в городе Одесса. Это Дональд Федорович Трамп. Помните, такой политик, он еще есть, придя к власти или выиграв выборы, сказал, что за день закончу войну. Да, но это сейчас в Иране он то же самое говорит. Потом он за месяц хотел закончить войну, потом он еще чего-то там говорил. Ну да бог с ним, что называется. Но это внешний фактор, он крупный геополитический игрок, который влияет ну вот на сегодняшний день. Кстати, мне очень много пишут, давайте вот рынок недвижимости и есть фондовый рынок. Так фондовые рынки – это спекулятивные рынки, и вот такие товарищи, как Дональд Федорович, там изжоги наведут это 100%. То есть спекулянты, они ориентируются на то, что происходит в целом глобальном мире экономических процессов. А рынок недвижимости, он не совсем завязан с вот этими высказываниями того или иного человека, который обладает определенной властью, да, потому что он более инертен, он по-другому, он не спекулятивный, если мы говорим о вторичном рынке, а мы сейчас говорим о вторичном рынке. Поэтому, друзья, все вот эти, так сказать, высказывания Дональда Федоровича Трампа, президента Соединенных Штатов Америки, я предполагаю, друзья, всего лишь предполагаю, они сделали свое дело. У нас народ опять поверил, что война скоро закончится. И, конечно же,
по совету, наверное, риэлтора, может, сами решили, что надо поднимать стоимость квадратного метра, при этом при всем количество сделок не увеличивается, а уменьшается. Я вам подготовлю буквально в течение 2 недель результат прошедшего 2025 года о количестве сделок по Украине. Так вот, он уменьшается, а стоимость растет. Вот аналогия, посмотрите, 2022 год, 2023 год, видим относительно тут плато, даже небольшой рост. И спустя 1 год, 2025 год, мы увидели повторяющуюся ситуацию, то есть вот эти микроциклы, которые мы наблюдаем на протяжении, ну или я наблюдаю на протяжении многих лет. И, естественно, с февраля месяца, это всего лишь колебательные процессы, мы видим снижение стоимости квадратного метра. Ну, сколько ни фантазируй, да, рынок, или, как говорил уважаемый, помните, был такой, чуть не сказал, Остап Бендер, да, нет, это не Остап Бендер. Это у нас, так сказать, уважаемый также экономист, по-моему, 19 столетия, да? Ну, напишите, по-моему, 19 столетия. Это человек, который обосновал теорию о том, что рынок или рука рынка может, так сказать, формировать вот эти показатели стоимости в зависимости от предложений и спроса. Рука рынка, ну, это об Адаме Смите я говорю. Так вот, друзья, мы видим, что я так всего лишь предполагаю, что 2 месяца это как раз снижение стоимости квадратного метра в городе Одесса вызваны с тем, что ну, вот эти все внутренние показатели, которые связаны с всякой фигней, там президента выбрали, который что-то сказал, там еще чего-то. Они, в общем-то, регулируются именно вот этой всемогущей рукой рынка. Ну, я опять же по Адаму Смиту, да, иду. Надеюсь, это похоже на правду. Хорошо, друзья, давайте смотрим, что же произошло за 4 года войны. Вот здесь внизу таблица, мы видим, что недвижимость данного класса подешевела на 9%. Я округлил в большую сторону. Можете пересчитать, рэперные точки есть. Надеюсь, я ответил на ваши, так сказать, вопросы, а что же произошло за период времени войны в Украине с недвижимостью в городе Одесса. Дальше, друзья, здесь мы поговорим о быстро очень об аренде. Аренда продолжает расти. Вот красная здесь черта такая или шрифт. За квартал видим рост 1,23% в городе Одесса. То есть это, в принципе, ну, дальше будем говорить, когда о прогнозах, это, ну, как оно не совсем уже логично, но пока вполне допустимо, назовем это так. Следующий слайд. Эконом-комфорт бизнес-класс, вторичный рынок подорожал на 0,21%. По-моему, это один класс, или точнее сюда входит эконом, комфорт, бизнес. 3 класса на вторичном рынке показывают нам еще положительную динамику роста плюс 0,21% за месяц. А вот уже первичный рынок, друзья, квартиры эконом-класс подешевел на 0,16% за месяц. Первичный рынок комфорт бизнес-класс также подешевел на 0,20% за месяц. Ну и первичный рынок квартиры элитного класса мы видим ту же самую отрицательную динамику снижения минус 0,14% за месяц. Друзья, переходим к следующему слайду. Он достаточно интересный. Что произошло за год? Это традиционный слайд, который я публикую на протяжении многих лет. Значит, мы будем говорить в марте 2025 года по самому большому классу рынка недвижимости социальное жилье. $709 за квадратный метр, стоимость квадратного метра. И уже в марте 2026 года $732 за квадратный метр. Что показало нам динамику роста в годовом измерении плюс 3,24%. Всего лишь 3,24% за год. Друзья, также хочу познакомить вас с индексом стоимости жилой недвижимости вторичный рынок. Он положительный, единичка, запятая 0,32. Хочу вам напомнить, что такое рынок, вернее,
Индекс стоимости недвижимости – это макроэкономический показатель, который характеризует изменение стоимости квадратного метра, в данном случае класс социальное жилье, во времени. Считается он очень просто, если у вас есть ну, статистические данные, естественно. 732 показываю на примере, делим на 709. Получаем рост в годовом исчисление в процентах 3,24%, или же вот этот положительный индекс единичка, запятая 0,32. Друзья, я знаю, что меня смотрят люди, которые работают в финансовых учреждениях. То есть это специалисты управления по рискам или риск-менеджменту. Данные специалисты очень хорошо знают, как меняется стоимость денег во времени. А я один из немногих в Украине, кто знает, как меняется стоимость недвижимости также во времени. И на примере этого графика рисунка вам показываю. То есть синергия наших знаний, она помогает и в вашем сложном бизнесе, и, конечно же, помогает мне заниматься наукой и развиваться дальше. Для того, чтобы найти у меня контактные телефоны, в моем YouTube-канале в описании есть мой Viber-телефончик, можем списаться, созвониться, составим техническое задание, и вы будете получать раз в квартал полную информацию о том, что происходит с недвижимостью, под которую ваше финансовое учреждение выдало финансовые средства. То есть или она растет, или эта недвижимость снижается. Напомню еще раз, вы знаете, как снижается, вернее, как изменяется стоимость денег во времени. А я знаю, как изменяется стоимость недвижимости также во времени. Друзья, ну это была реклама, без нее никак нельзя. Итак, мы зафиксировали, что рост 3,24% в годовом измерении по городу Одесса. Следующий слайд. Здесь мы сравним, что произошло на рынке предложений по продажам и рынке аренды. Верхняя часть слайда, она не изменилась. Здесь вы также видите рост 3,24% в годовом измерении, класс социальное жилье. Рассмотрим нижнюю табличку. Красная черта. Мы видим здесь данные, которые характеризуют состояние или поведение рынка аренды. Так вот, сравнивая третий месяц, это у нас март месяц 2026 год, с мартом 2025 года, мы видим, что аренда выросла на 5,12%, друзья. Это, ну, очень много. Вот я вам скажу, реально очень много. И приведу простой пример. Предположим, у вас есть деньги, которые вы храните в долларах. Вы не знаете, что делать с этими деньгами, вы просто, так сказать, открываете депозитный счет в любом украинском или там не украинском банке, который работает на территории Украины, и вы для себя с ужасом узнаете, что пассивный доход, который вы получите, это будет в лучшем случае 1,5%, но скорее всего это 1% в годовом измерении. То есть, ну это ни о чем просто. А с учетом рисков, которые влекут за собой, банк может, так сказать, закрыться, обанкротиться. То есть это, ну, это прям не вариант, да. 1% в годовом измерении – это депозит. Пассивный доход по вашему, так сказать, депозиту. А вот здесь мы сейчас говорим в долларах. Понятно, что депозит в гривнах это будет больше, там я сейчас не готов сказать, но, наверное, порядка 19 или 20%, но это в гривнах. А мы говорим о долларах. Так вот, друзья, я все это привел в доллары для того, чтобы вы понимали. Рост стоимости аренды за год 5,12%, это очень много. То есть, по сути дела, квартира, которая там стоит, условно говоря, 30 тысяч долларов, которую вы сдаете в аренду, будет приносить вам от этих 30 тысяч долларов, да, ну, сами можете посчитать, 5% годового дохода. То есть это, ну, это, это не просто очень хорошо, это очень хорошо. Вот я вам скажу честно, вы такой, как оно называется,
доходной части, ну, вряд ли что обеспечит вам. Я живу вот сейчас не в Украине, да, и я понимаю, что здесь депозиты примерно те же самые, то есть там 1,5%, может быть, в этом, ну, чуть больше депозиты в евро, да. И чтобы такой доход обеспечить, ну, это надо очень сильно постараться, да. Поэтому 5% это к чему это все привожу? Я считаю, что аренда, рост стоимости аренды достигла своего пика. То есть вот как здесь мы видим снижение стоимости квадратного метра по предложениям, так мы и во втором квартале увидим снижение арендных ставок. Почему? Потому что, ну, это уже предел, так сказать, желаний любого инвестора. Да. 5% это, ну, реально очень круто. Ну, надеюсь, я очень подробно, даже, так сказать, простыми словами постарался вам объяснить, что такое пассивный доход, да, и почему я считаю, что 5% роста аренды за год – это очень много. Друзья, давайте, подводя итоги, в общем-то, зафиксируем следующие цифры. Я предполагаю, что город Одесса, март месяц мы озвучили, да, февраль-март снижение незначительно. Так вот, второй квартал мы будем видеть по городу Одесса снижение, ну, я думаю, что по 0,5% точно будет каждый месяц, то есть апрель, май, июнь. Итого это будет за квартал снижение, наверное, я думаю, что 1,5%, может чуть больше, может чуть меньше, но цифры, вот именно вот эти цифры должны присутствовать. Почему? Потому что я вижу уже по всем, так сказать, цифрам, которые обрабатываю, что снижение будет присутствовать. Точно угадать не смогу, но вот 1,5, чуть больше, чуть меньше процента за 3 месяца, то есть за квартал, за второй квартал. Надеюсь, рассказал все подробно. Очень старался говорить понятным языком. И пришло время, друзья, прощаться для того, чтобы вы знали, что происходит с рынком жилой недвижимости города Одессы и не только. Вы должны что сделать? Правильно, подписаться на мой канал. Вы также можете лайки, дизлайки ставить. А еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга, и компания Олимп Консалтинг готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые позволят вам ориентироваться или не заблудиться в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.